Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я хочу показать вам, как приготовить потрясающий паштет из куриной печени с желе из красного вина. Это идеальная закуска для новогоднего стола, которая поразит ваших гостей своим вкусом и внешним видом. А еще это очень просто и быстро. А если вы не любите вино или не хотите добавлять алкоголь, то в процессе приготовления я расскажу вам, чем его можно заменить. Давайте начнем. Сначала я хорошо промою куриную печень, затем избавлюсь от пленок и жилок, а также срежу все следы желчи, если они есть. Это очень важно, чтобы паштет не был горьким. Теперь я нарежу лук и морковь. Лук можно нарезать крупными кусочками, а морковь полукольцами. Это не сильно повлияет на конечный результат, так как мы все равно будем измельчать нашу массу блендером. Далее я разогреваю на сковороде растительное масло, выкладываю на сковороду куриную печень и обжариваю ее до золотистой корочки. Не нужно жарить ее слишком долго, иначе она станет сухой и жесткой. Достаточно 5 минут. Затем переложу печенку на тарелку. В ту же сковороду добавляю сливочное масло и выкладываю лук с морковью. Буду пассеровать их до мягкости минут 10-15. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Когда овощи будут готовы, я возвращаю на сковороду куриную печень и добавляю специи. Соль, перец, мускатный орех и тимьян. Эти специи прекрасно подходят для паштета, так как они придают ему аромат и пикантность. Хорошо перемешаю все ингредиенты и накрою сковороду крышкой. Оставляю массу на огне еще на 5 минут, чтобы она пропиталась всеми вкусами. А теперь самое интересное. Я добавляю в паштет коньяк. Да-да, вы не ослышались. Коньяк не только придает паштету неповторимый аромат и вкус, но и делает его праздничным и изысканным. Не бойтесь, алкоголь не останется в готовом блюде, он полностью выпарится во время тушения. Готовлю печенку еще 10 минут, пока коньяк не испарится. После этого добавляю в сковороду сливки. Они сделают паштет более нежным и кремовым. Через пару минут выключаю огонь и даю содержимому немного времени, чтобы настояться. Затем перекладываю печенку в емкость, в которой буду взбивать паштет. А дальше при помощи погружного блендера хорошо пробиваю массу и паштет готов. Если нет блендера, то можно пропустить всю массу через мясорубку и протереть через сито. Перекладываю его в контейнер или формочку для подачи и ставлю охлаждаться. Лучше использовать прозрачные стеклянные емкости, чтобы в готовом блюде были видны слои. У меня на канале есть рецепт очень вкусного блюда. Это жареная куриная печень с карамелизированными яблоками и луком. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Пока паштет остывает в холодильнике, давайте займемся желе. Это будет финальный штрих, который сделает паштет по-настоящему праздничным и элегантным. Сначала смешаем желатин с водой в пропорции 1 к 6, то есть на одну часть желатина мы возьмем 6 частей воды. Теперь натру на терке цедру апельсина. Далее я переливаю вино в сотейник. Я использую сухое красное вино, но вы можете взять любое, которое вам нравится. Я добавляю немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность вина. Если у вас вино сладкое, то сахар можно не добавлять или уменьшить его количество. Я также добавляю в вино натертую цедру апельсина, чтобы усилить его аромат.
Когда вино закипит, я уменьшаю мощность плиты и выпариваю его еще примерно 15 минут, пока оно не уварится на треть. Во время варки алкоголь полностью испарится, а вино станет более насыщенным. Если вы не хотите использовать вино, то можете приготовить желе из сока. Я рекомендую вам взять гранатовый сок или сок из темных сортов винограда. Они имеют красивый цвет и приятный вкус, который хорошо сочетается с паштетом. Процесс приготовления желе из сока такой же, как и из вина. Когда вино готово, я процеживаю его через сито, чтобы избавиться от кусочков цедры. Затем добавляю к нему набухший желатин и хорошо размешиваю, пока он не растворится. У нас получается жидкость, которая будет постепенно застывать и превращаться в желе. Когда наше желе остынет до комнатной температуры, мы аккуратно заливаем его поверх паштета. У меня желе уже немного загустело, поэтому я распределяю его ложкой. Ставим наш паштет в холодильник, чтобы желе полностью застыло. Вот что получилось после застывания. Очень аппетитно и красиво. Осталось только украсить его. Я использую для этого веточки розмарина и зерна граната. Розмарин добавляет зелени и свежести, а гранат – яркости и сладости. Вот такой праздничный паштет у меня получился. Он очень нежный, ароматный и вкусный. К нему отлично подойдут поджаренные тосты или свежий хлеб. Я сделала желе плотным, чтобы оно не растаяло при комнатной температуре, но если вы хотите, чтобы оно получилось менее плотным, то уменьшите количество желатина на 2-3 грамма. Для приготовления мне сегодня понадобилось 500 граммов куриной печенки, 2 средних луковицы, 1 морковь, 40 мл коньяка, 100 мл жирных сливок жирностью от 20 до 30%, 50 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка мускатного ореха, пол чайной ложки тимьяна, соль и перец по вкусу. А для винного желе 350 граммов сухого красного вина, 50 граммов сахара, 10 граммов желатина, цедра 1 апельсина. И вот такой праздничный паштет у меня получился. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд на праздничный стол смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!